19 сентября 1991 года супруги Эрика и Хельмут Симон поднимались по заснеженному перевалу в Альпах на высоте более 3000 метров. День был ясный, они шли знакомым маршрутом на границе Италии и Австрии. Но когда солнце немного растопило ледник, из-под него показалось что-то странное. Человеческое тело, наполовину выступающее из заснеженной массы. Первая мысль была очевидной. Несчастный случай, погибший альпинист. Горы не прощают ошибок. Но когда Симоны подошли ближе, детали начали их смущать. На ногах погибшего была кожаная обувь, искусно набитая травой, явно не из современного магазина. Рядом лежал топор с зеленоватым металлическим лезвием, покрытым странной патиной. А кожа человека была темной и очень сморщенной, но не разложившейся, скорее мумифицированной. Супруги внезапно поняли, они нашли не жертву современных гор, они разбудили человека, который спал во льду несколько тысяч лет. Его назвали Эци, ледяной человек из Альп, по долине Эцталь, где он был найден. За 30 с лишним лет исследований ученые узнали о нем столько, что несколько раз приходилось переписывать учебники истории, но самое главное открытие ждало впереди. Недавно ученые полностью расшифровали его ДНК с помощью самых современных технологий, и то, что они обнаружили, стало настоящей сенсацией. Выяснилось, что мы целое десятилетие ошибались в самом главном. Реальная внешность древних европейцев была совсем не такой, как мы думали. Но обо всем по порядку. Когда на место прибыли вертолеты с экспертами, радиоуглеродный анализ вынес ошеломляющий вердикт. Этому человеку 5300 лет. Медный век — эпоха, когда люди только начинали осваивать металлургию. Чтобы понять масштаб древности, Стоунхендж в то время был еще совсем молодым сооружением, а великие пирамиды Гизы существовали только в отдаленных планах. Эци оказался мужчиной около 45 лет, по тем временам уже почтенный возраст, когда большинство людей не доживало и до 30. Рост чуть больше 1,5 метров, вес около 50 килограммов. По современным меркам невысокий и худощавый, но его кости рассказывали историю человека, закаленного суровой жизнью в горах. Степень сохранности тела была поразительной. Холод и сухость высокогорного ледника превратили Эци в естественную мумию. Кожа, мышцы, внутренние органы — все осталось на месте. Даже содержимое желудка можно было анализировать. Это давало уникальную возможность изучить прошлое человечества с невероятной точностью. Самые первые открытия уже намекали на то, что этот человек был уникальным. На его коже обнаружили 61 татуировку. Не случайные узоры или украшения, а строго функциональные метки. Простые линии, кресты и точки, расположенные в очень специфических местах, там, где рентген показал артрит и другие болезни суставов. Значит, 5000 лет назад люди уже практиковали что-то похожее на акупунктуру, нанося метки на кожу в определенных точках для лечения боли. Недавние исследования показали, что татуировки делались методом ручного прокалывания, заостренной палочкой, обмакнутой в краску. Каждый укол оставлял крошечную капельку пигмента, и множество таких уколов создавали линию. Получается, для древних людей татуировки были не модным украшением, как сейчас, а настоящей медициной. И это было только начало, первое из открытий, которые заставят пересмотреть все, что мы знали о древности. Одежда и снаряжение Эци рассказывали не менее увлекательную историю. Его гардероб был настоящим шедевром технологий Медного века. Леггинсы из козьей кожи, шапка из медвежьего меха,
А убить медведя 5000 лет назад было задачей не из легких. Поверх одежды из шкур он носил плащ, сплетенный из длинных полос сухой травы, который давал дополнительную защиту от холода и влаги. Но особенно поражала обувь. Верх из оленьей кожи, подошва из медвежьей шкуры, а внутри — мягкая травяная стелька с сетчатой структурой. Это была высокотехнологичная экипировка, каждый элемент которой был продуман для выживания в суровых горных условиях. В 2024 году археолог Ева Эйсвелд смогла воссоздать точные копии его одежды, используя те же материалы и методы, что практиковали в древности. Процесс оказался невероятно сложным. Нужно было найти шкуры нужных животных, выдубить их дымом, скрутить сухожилия в нити, вырезать детали кремниевыми ножами. На каждый элемент уходило по несколько недель кропотливой работы. Снаряжение впечатляло не меньше. Кремниевый нож с рукоятью из ясня. Длинный лук почти в 2 метра, правда, незаконченный, что заставляет думать о спешке в последние дни жизни. Колчан из замши с 14 стрелами, но только 2 были полностью готовы к использованию. Берестяные контейнеры служили древней зажигалкой. В них переносили тлеющие угли, завернутые в свежие кленовые листья. Это позволяло быстро разжечь костер где угодно. А кусочки березового гриба на кожаных ремешках были природной аптечкой с антибиотическими свойствами. Но главной звездой коллекции стал медный топор. Для того времени это был настоящий предмет роскоши, что-то вроде современного спорткара. Лезвие было сделано из почти чистой меди, более 99%. И вот здесь начинается настоящая тайна. Анализ металла раскрыл удивительную правду. Медь для топора доставили из Южной Тосканы, за сотни километров от места находки. Это означало, что человек Медного века был частью торговых сетей, охватывавших всю Европу. В тех же Альпах археологи находили янтарь с далекой Балтики и обсидиан со Средиземноморья. Эци жил не в изолированном мире дикарей, как мы привыкли думать, а в удивительно связанной цивилизации, где товары и идеи путешествовали через весь континент. Но кем именно он был? И что делал высоко в горах в момент смерти? Анализ последней трапезы, Эци, приоткрыл завесу тайны его последних дней. В желудке сохранились остатки 2 сытных приемов пищи, съеденных незадолго до смерти: мясо горного козла ибекса и благородного оленя, а также зерна древней пшеницы эйнкорн. Но самое интересное — невероятно высокое содержание жира, почти половина от всего рациона. Такая диета выдавала человека, готовящегося к серьезному испытанию. Жир — идеальное топливо для организма в условиях высокогорья, где воздух разрежен, а холод нещадный. Эци определенно собирался в долгий и опасный путь через горы. Пыльца растений в желудке рассказала еще более точную историю. Она была свежайшей. Растения были собраны всего за пару часов до смерти. Но самое интересное — в первом приеме пищи была пыльца из хвойного леса средних высот, а во втором — с альпийских лугов. Эци быстро поднимался в горы, стремительно меняя высотные пояса. Спешил ли он по неотложным делам? Или бежал от смертельной опасности? Состояние снаряжения красноречиво говорило о напряженных, возможно, последних днях его жизни. Стрелы были сломаны и наспех отремонтированы, лук так и остался незавершенным. И тут мы подходим к самой мрачной части истории — его смерти. Судмедэкспертиза выявила на теле следы жестокой борьбы. Глубокая рана на левой руке — типичная защитная травма. Ушибы на ребрах — следы избиения. А на его одежде и оружии нашли кровь 4 разных людей. Что это было? Массовая драка? Нападение? Месть?
В 2001 году рентген раскрыл еще одну важную деталь — 13-миллиметровый наконечник стрелы, застрявший между ребром и левой лопаткой. Древко было сломано и удалено, вероятно, самим убийцей. Долгое время ученые были уверены, стрела пробила подключичную артерию, и Эци быстро истек кровью. Но недавние исследования поставили эту версию под сомнение. Оказалось, стрела могла не разорвать артерию насквозь. Общая кровопотеря составила всего около 100 мл. Мучительно больно, но далеко не смертельно. Возможно, раненый и дезориентированный Эци не смог быстро спуститься с перевала и замерз в горах. Гипотермия — коварный убийца, который приносит спутанность сознания и медленное угасание. В этом случае не враг добил его, а сама природа. Как бы то ни было, Эци умер насильственной смертью высоко в горах, оставив нам загадку, которую мы пытаемся разгадать по сей день. Но самые большие сюрпризы ждали ученых, когда они взялись за изучение его ДНК. В 2012 году была опубликована первая расшифровка генома Эци. И результаты потрясли научный мир. Анализ показал светлую кожу, карие глаза и, что самое сенсационное, примесь степных кочевников в его ДНК. Эти степняки — воинственные племена из причерноморских степей, которые приручили лошадей, изобрели колесо и, как считается, принесли в Европу индоевропейские языки, предков почти всех современных европейских языков. Получалось, что эти племена пришли в Центральную Европу на несколько столетий раньше, чем думали историки. Эци мгновенно стал символом ранней миграции. Музеи создали реконструкции светлокожего охотника с густыми волосами. Документальные фильмы показали этот образ всему миру. Учебники истории начали переписывать. Но в науке всегда нужно быть готовым к неожиданностям. К 2023 году технологии генетического анализа совершили настоящий прорыв. Появились строгие протоколы защиты от загрязнения, методы стали точнее в сотни раз. Команда из Института эволюционной антропологии Макса Планка решила пересмотреть геном Эци заново. Они взяли свежие образцы костной ткани из тазовой области, самого защищенного от загрязнения места, использовали самые современные методы секвенирования. И когда результаты были готовы, в лаборатории воцарилась гробовая тишина. «Это ужасно», — сказала одна из исследователей. «Мы неправильно понимали этого человека больше 10 лет». Следов степного происхождения не было вообще. Ни капли. Все предыдущие выводы оказались результатом загрязнения образцов современной ДНК. Эци не был носителем индоевропейских генов. Реальная картина была совершенно иной. 92% его генов происходили от неолитических фермеров Анатолии, древних жителей территории современной Турции, которые 8000 лет назад первыми принесли в Европу земледелие, скотоводство и оседлую жизнь. До их прихода Европу населяли только кочевые племена охотников и собирателей. Это была самая высокая концентрация анатолийского происхождения среди всех известных европейцев того периода, и только 8% досталось от местных охотников-собирателей. Получается, Эци был почти чистокровным потомком тех первых анатолийских фермеров, чьи предки пришли из Турции, обосновались в Альпах и жили там в полной изоляции. Но где же живут его ближайшие современные родственники? Не в Австрии или Италии, как можно было бы подумать, а на Сардинии, Средиземноморском острове в сотнях километров к югу. Сардинцы — тоже потомки тех же анатолийских фермеров и, как и предки Эци, долго жили в географической изоляции, избежав смешения с другими народами. Получается, Эци представлял почти вымершую ветку человечества, генетический тупик, который чудом сохранился во льду,
и дошел до нас только благодаря случайности. Но самый большой шок касался его внешности. Анализ 170 генетических маркеров показал, у Эци была темная кожа, значительно темнее большинства современных европейцев, карие глаза. И он лысел. Это было записано в его генах. Все эти годы мы представляли его светлокожим европейцем с густой шевелюрой, а он выглядел совсем по-другому. Его мумифицированный облик, который мы видим сегодня, оказался ближе к реальности, чем все художественные реконструкции. Поразительно, насколько наши представления искажены собственными предрассудками, признался один из генетиков. Это открытие заставляет пересмотреть многое. Светлая кожа европейцев — очень недавнее явление, всего 4-5 тысяч лет. До этого даже ранние фермеры были темнокожими. Осветление кожи европейцев произошло гораздо позже, когда люди перешли на растительную диету и стали получать меньше витамина D. В 2025 году ученые пошли еще дальше и проанализировали ДНК 47 других древних жителей Альп, современников и соседей Эци. Результаты показали, как было устроено общество того времени. Мужчины почти всегда оставались в родной деревне. Об этом говорят их похожие отцовские гены, передававшиеся от отца к сыну. А вот женщины переезжали из других мест, выходя замуж и принося с собой новые гены. Так разные общины оставались связанными. Но и среди этих соседей Эци выделялся. Его отцовская линия принадлежала к редкой генетической ветви, которую археологи находили по всей Европе, в Германии, Франции, Испании, но почти никогда в Альпах, а материнская линия оказалась вообще уникальной. Такой не обнаружили больше ни у одного человека на Земле, ни древнего, ни современного. Материнская линия никогда не была найдена, что может указывать на ее полное вымирание. Осторожно предположили ученые. Был ли Эци последним из своего рода? Или путником из далекой общины? Новые данные показывают, что степные кочевники пришли в Альпы гораздо позже, в Бронзовом веке. При жизни Эци их там еще не было. Альпы того времени были своего рода генетическим заповедником, где древние родословные сохранялись намного дольше, чем в остальной Европе. Горы защищали местных жителей от волн переселенцев, которые смешивали гены на равнинах. Но у такой изоляции была и темная сторона. Без притока свежей крови из других мест в небольших общинах накапливались вредные мутации, а наследственные болезни передавались из поколения в поколение, становясь все более концентрированными. Именно поэтому генетика выявила у Эци предрасположенность к многочисленным болезням, в том числе к ожирению, диабету и сердечным заболеваниям. К счастью, его активный образ жизни не дал большинству из них развиться. История последних дней Эци остается загадкой. Анализ изотопов показывает, что он часто перемещался между разными высотами, возможно, занимался высокогорным скотоводством. Но что заставило его в тот роковой день подняться на смертельный перевал? Кровь 4 человек на его вещах говорит о серьезном конфликте. Возможно, он участвовал в стычке в долине, а потом поднялся в горы, чтобы скрыться. Враги настигли его, ранили стрелой, но не добили, решили, что он умрет сам. Так и случилось. Эци замерз в одиночестве, высоко в горах, став последним свидетелем исчезнувшего мира. Тело Эци — это настоящая машина времени в человеческой форме. Каждая его клетка хранит секреты 5000-летней давности. ДНК кишечных бактерий может рассказать, какие микробы жили в организмах наших предков. Пыльца, застрявшая в легких, восстановит картину древней растительности. Паразиты покажут, с какими болезнями боролись люди Медного века и насколько была развита их гигиена. Эци заставляет нас признать неудобную правду.
Мы часто видим в прошлом то, что хотим видеть. Мы думали, что знаем его лицо, оказалось, мы его придумали. Мы думали, что понимаем его происхождение, оказалось, проецировали современные представления на древние гены. История Эци — это урок смирения для науки. Она показывает, как опасно спешить с выводами и как важно быть готовым пересматривать самые устоявшиеся теории. Но это и удивительное окно в прошлое, где древняя Европа была мозаикой народов и культур, многие из которых исчезли без следа. Кем он был на самом деле? Последним из своего племени, путешественником из далеких земель, жертвой древнего конфликта? Его замороженное тело дало множество ответов, но поставило еще больше вопросов. И, возможно, именно в этом главная ценность Эци. Он показывает, как много мы еще не знаем о нашем прошлом. Ледяной человек из Альп продолжает удивлять спустя 30 лет после находки. Каждый технологический прорыв открывает что-то новое. И кто знает, какие еще секреты хранит его древняя ДНК и какие истины о человеческой истории нам предстоит пересмотреть.